Добрый день, друзья! Сегодня хочу рассказать вам о судьбе некоторых своих орхидей. В декабре прошлого года было куплено 5 невероятно красивых биглипов. Показывала вам их после покупки, и 2 из этих биглипов, один сгорел в одночасье, потерял все свои листья. Это была лунная серенада. Я о нем не раз рассказывала, оставила пенек, и прямо в прямом эфире, как мы это называли, я увидела детку на этой орхидее. Именно в тот момент, когда я вам о ней рассказывала. Это было в начале мая. И сегодня хочу показать вам, как подросла эта детка. Вот здесь она была найдена. Пенек так и остался сухим. Очень скоро я его уберу, вот этот кусок сухой. А детка даже успела выпустить свой маленький корешок. Но пока, конечно, она питается от корней мамы. В горшке есть еще мамины корни. Конечно, нет ни одного раскукленного. Этого уже и быть не может, потому что у мамы листиков не осталось. Детка растет очень активно. И на детке есть молодой растущий раскукленный корень. Правда, на листике детки появилось вот такое сухое пятнышко. Оно не растет. Помните, я вам как-то говорила, что вдруг на листьях появляются какие-то отверстия. Вот так это пятнышко видно с двух сторон, но никаких вредителей или разрастания этого сухого пятна не происходит. Обработок никаких не делала. А вторая орхидея, купленная в то же время, внезапно потеряла точку роста. Определить, почему это случилось, я так и не смогла. Осталось на ней 2 цветоноса. Цветоносы пробудили почки. Здесь цветет 2 веточки. И помните, я вам показывала, что на втором цветоносе получилась какая-то мутация. Я даже ее убирать не стала. Назвала ее трехголовым змеем. Здесь был маленький цветочек, он бутончик, даже не цветочек, маленький бутончик. Бутончик сразу засох, и рост приостановился. Тут как будто бы что-то пытается вырасти. Но я думаю, что так ничего и не произойдет. И как же обидно, что у такой прекрасной орхидеи потеряна точка роста. Да, была какая-то мокрая гниль, обработана и зачищена точка роста, обработана фундазолом. И какое счастье, когда эта орхидея, а называется она «Знаменитые слова», даже в момент цветения начинает растить пока еще крохотную, но детку. Все остальные орхидеи, которые были куплены в этот момент, сейчас цветут. А вот на этих орхидеях мы будем выращивать деток. Но детки растут и растут прекрасно. И еще многие просили показать бабочки Готрис. Они были куплены в конце января. Были в торфяных стаканах. Примерно месяц я не удаляла эти торфяные стаканы и показывала, что они у меня стоят в небольших стеклянных стаканчиках.
Они прекрасно отцвели, все три. На двух из них были детки. Вот одна детка, и эта детка активно растет после пересадки. А вот вторая детка. Но вот эта орхидея, она немножко капризничает. Я не могу сказать, что у нее полностью потерян тургор листьев. Нет, но какие-то полосочки, складочки на листьях есть. Вот она не в самом лучшем состоянии, но при этом выпускает корни, но думает, о чем-то думает. А третья, которая была без детки, и у нее были самые длинные цветоносы, когда они отцвели, я эти цветоносы обрезала до первой живой почки. И что я получила? Один цветонос пробудил почку, вот он маленький, этот цветоносик, и орхидея зацвела. С другой стороны тоже пробуждена почка. И как вы думаете, что я тут вижу? Ну, во-первых, неполноценный цветок. Есть 2 лепестка, есть даже 3 лепестка, а боковые лепестки не развиты. Но зато смотрите, что здесь происходит. Вот эта почка пробудилась сразу и цветком, и похоже, что вот эта детка. Детка пока не растет, но она очень активно дает корни. 2 корня, и один из них пошел в грунт. Эти 3 орхидеи. Так, кстати, вот здесь еще, по-моему, растет корешок. Вот он. Эти 3 орхидеи через месяц были пересажены из торфяных стаканов в кашпо лодочка, в керамзит с небольшой добавкой циафлоры. И давайте посмотрим, где же какие корни. Сейчас я найду и покажу. Корни были маленькие. И только у одной орхидеи корни показали свои носики ближе к стенкам этого горшка. Но так как остальные еще цветут и растут, а циафлоры здесь совсем немного. Вот видно, что небольшие камешки. И здесь есть немножко. Она просто просыпалась в керамзите. Конечно, она была насыпана сверху. И здесь видно, что циафлору я подсыпаю именно к корням орхидей. Потому что циафлора должна отдавать питательные вещества, которые в ней есть, именно корням орхидеи. И когда циафлора просыпается глубоко в грунт, я еще столовую ложку циафлоры насыпаю поверх этого грунта, прямо непосредственно к корням. Тогда циафлора действительно отдает свои питательные вещества и корням. А вот та, которая высыпалась вниз, ну, по сути, она бесполезна. Мне очень хочется понаблюдать за орхидеей Готрис, особенно за вот этой. Что же из этого получится? Детка с корнями, цветение. Ну, цветение, конечно, уже заканчивается именно вот этого цветка. А первое цветение у них длилось 4 месяца. Это достаточно большой срок для такой мини-орхидеи. А вот смотрите, я и не видела. А вот сейчас, когда вам показываю, увидела, что здесь при всех распущенных бутонах цветонос продолжает свой рост. И будут бутончики еще. Сейчас посмотрю на той веточке. Нет, а вторая веточка пока, вот здесь видно под цветком, может быть, пока не продолжает свой рост, а может быть, и не продолжит рост.
Вот такие интересные истории случаются с моими орхидеями. И если вам интересно продолжение таких историй, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, вам будет приходить оповещение о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.